Легенды Эмириара. Легенда пятая. Обитель регента. Прошли друзья по путям тайным, закрылись за ними двери. Встретил их мир далекий скалами могучими, ветрами сильными и тенями изменчивыми в свете неясном. Идут хранители тропами опасными, а куда идут, сами не знают. Молчит цветок в сердце Кайрана, навсегда его искра угасла. Одиноко стало им в этом мире и неуютно. Вышел им навстречу человек суровый, неприветливый, говорит голосом грозным: «Я третий регент мира этого, зовите меня рыцарем. Не позволено в горах священных ходить неизвестным странникам. Идите за мной немедленно, коли дороги вам ваши жизни». Безропотно пошли хранители, не зная судьбы своей будущей. Глядят, над бездонной пропастью остров парит невиданный, цепями тяжелыми скованный. Говорит им рыцарь мрачный: «Здесь ваше место, покуда не настанет воля первого регента встретиться с вами, чужеземцами». Согласились хранители, переступили порог замка на острове и остались там в заточении. Встретил их в замке диковинном человек красоты удивительной, просил называть его стражником и повел хранителей коридорами темными, мрачными. Поднялся к облакам остров чудесный, и остались друзья в ожидании своей участи. Рассказали они стражнику, зачем в этот мир прибыли. Отправил тот птицу вольную к первому регенту с сообщением. Вскоре ответ получен был с указанием доставить гостей неизвестных во дворец к правителю мудрому. Отправились хранители стражникам ведомые через земли неизвестные и края диковинные. День идут, два идут, да только не видно конца темному лесу. И показалась, наконец, опушка, а за ней свет яркий, слепящий. Встречает их у края леса молодой юноша и говорит: «Приветствую, странники, я седьмой регент, зовите меня привратником. Желают вас во дворце светлом видеть и истории ваши выслушать». Запел он голосом дивным песню незнакомую и повел гостей извилистыми тропами тайными, от любопытных глаз сокрытыми. Вошли они в зал просторный, всюду стены каменные, колоннады старинные да узоры древние. Пошли они вперед по лабиринту коридоров путанных. Говорит им привратник: «След вслед за мною идите, осторожными будьте, внимательными. Если шагнете в сторону, на долгие годы заблудитесь и не найти вам дорогу обратную». Вышли хранители к саду чудесному, цветы вокруг невиданные, ароматы манящие и пряные. Идет им навстречу юноша красоты неземной. Говорит он им чарующим голосом: «Приветствую вас, гости досточтимые, я четвертый регент. Все здесь зовут меня Вестником. Идите за мною смело, лишь цветов не касайтесь, ароматы их не вдыхайте, останетесь в зарослях пленниками». Прошли хранители сквозь сады чудесные, и открылся перед ними вид изумительный. Парит высоко под облаками ослепительный дворец. Опасен путь к нему и труден, но не сдаются хранители, обернулись волками бесстрашными, с островка на островок перепрыгнули и предстали перед вратами огромными дворца удивительного, невиданного. Вошли они в зал сияющий, просторный, светлый, торжественный. Восседает на троне правитель красоты неземной. Говорит он им повелительно: «Я первый регент Сириуса, зовите меня герцогом. Удивил меня рассказ ваш печальный, пробудилось зло беспощадное. Однажды одолели мы его и снова победить сможем. Видел во сне богиню вашу прекрасную, обещал ей помощь,
и слова данного не нарушу. Отправляйтесь к собирателю знаний древних, он расскажет легенды старинные. Поклонились друзья благодарно и пошли коридорами тайными на поиски советчика мудрого. Отыскалось хранилище с книгами, просторно повсюду, приветливо. Тут двери открылись резные, состоялась долгожданная встреча. Подошел к ним диковинный юноша, улыбнулся чарующе, ласково и обратился к гостям уважаемым. «Приветствую вас, странники, я второй регент, называйте меня мудрецом. Расскажу я вам тайны древние о победе над злом коварным. Оставайтесь в моей обители, отдыхайте от битв и странствий. Когда утро настанет за окнами, тогда я вам правду поведаю». Отправились спать хранители, сражением страшным измотанным. Едва посветлело за окнами, собрались хранители и услышали слова мудреца. Одолеть Абраксаса – дело нелегкое. Только впустив тьму в свое сердце, только встретившись лицом к лицу со своими страхами, только победив их в самих себе, можно победы добиться. Если сам бесстрашным переродишься, то и зло возродиться не сумеет. Удивились таким словам хранители. Тут открылись двери широкие, появилась фигура таинственная. Я известен как шестой регент, называют меня чародеем. Явился во сне мне ворон белый, велел он мне с вами встретиться. Отгремели давно битвы страшные, тяжела была победа наша, лишились мы мира родного, оставили семьи любимые и забыли имена истинные. Раз настало время сражения, снова в бой мы отправимся смело. Вдруг соткался из клубов туманных ворон с белыми перьями. Обратился он к храбрым хранителям. До начала боя жестокого, до свершения битвы послушайте обо мне, моих братьях и матери, историю самую древнюю. Может быть, это поможет вам, странники, одолеть врага могучего. Подходите, властители-регенты, чтобы тоже послушать историю.